В 2009 году пророческая выдумка художника Васи Ложкина о российско-украинской войне воспринималась как плод богатого воображения. «Вот подумалось мне вдруг, — писал Ложкин, — что в параллельном мире Россия напала на Украину». Такое же недоумение вызывала, например, компьютерная игра 1997 года IM-1A2 Abrams, в которой украинцы обороняют Киев от российской армии. Но в 2022 году Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Это безумное решение повергло в шок сотни миллионов людей. Мир разделился на до и после. В мире до 24 февраля мы могли планировать будущее, могли оценивать, в какую сторону движется путинская политика, каковы ее базовые характеристики и пределы идиотизма. В мире после 24 февраля выяснилось, что наш горизонт планирования уже не годы и даже не месяцы, а всего лишь дни. В этом мире оказалось, что мы сильно недооценивали уровень неадекватности российских властей. Этот факт пробудил сильный страх и чувство неопределенности. Ведь если случилась война, то что может случиться еще? Прямое ядерное столкновение с США? Или Россия превратится в Северную Корею? Или ее ждет распад и гражданская война? К каким еще кошмарам может привести политика Путина? В российских и мировых СМИ уже больше года обсуждаются самые драматичные сценарии будущего. Чем хуже сценарий, тем больше внимания он привлекает и тем больше кликов на статью. Тем больше вызывает тревогу. На нашем канале мы стараемся придерживаться конструктивного подхода. Мы не играем на страхах аудитории, а стараемся оперировать рациональными доводами и проверенными сведениями, чтобы проанализировать реальное положение дел. Ну и стараемся сохранять оптимизм тоже. Однако игнорировать мрачные угрозы – это не оптимизм, а избегание реальности. Поэтому сегодня мы поговорим о самых ужасных сценариях будущего. Попробуем разобраться, какие из наших страхов обоснованы, а какие нет, и что мы можем с этим сделать. Начнем с самого страшного, что приходит в голову, с обмена ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами. Перспектива взаимного гарантированного уничтожения сильно всех напугала в начале войны. В своей речи о начале вторжения Владимир Путин намекнул, что готов применить ядерное оружие. Мол, если кто посмеет заступиться за Украину, то столкнется с такими последствиями, с какими еще никогда в своей истории не сталкивался. Эти угрозы и в гораздо более явном виде российское руководство и пропагандисты всех мастей регулярно повторяли весь год. Но чем дальше, тем меньше реакции вызывают такие слова. Во-первых, сам верховный главнокомандующий постоянно демонстрирует колоссальную волю к жизни и страх за свою безопасность. У него самый длинный в мире стол, и крутой бронепоезд, и по-прежнему огромные кортежи. Умирать или рисковать собой он определенно не намерен. К линии фронта он даже близко не приближается. Риск погибнуть в ядерном аду никак не согласуется с психологическим портретом Путина. Во-вторых, нельзя просто так взять и зарядить ядерной дубиной врагу меж глаз. Дубину перед этим надо подготовить. Такие приготовления невозможно сохранить в секрете. Их или засекут западные спутники, или вскроет очередная утечка. Реакция Соединенных Штатов и Европы в случае реальной угрозы применения ядерного оружия не заставит себя ждать. Это именно тот случай, когда можно ориентироваться на то, что говорят на Западе. Власти США регулярно делятся своими оценками по этому поводу с журналистами. Вот буквально несколько дней назад помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сказал: администрация США не опасается, что Россия может применить ядерное оружие. Председатель Совета безопасности Штатов Джон Кирби в беседе с телеканалом «Дождь» заявил вот что. Конечно, отметать с порога эти угрозы нельзя, это было бы безответственно с нашей стороны. Поэтому мы внимательно следим за всем, что делает Россия в области ядерных вооружений. И насколько мы можем сейчас заключить, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в Украине или где бы то ни было еще. Эксперты считают, что риск ядерной войны минимален. Есть и альтернативная оценка угрозы ядерного апокалипсиса по часам судного дня. Об этой концепции у нас есть даже видеоцикл. Если кратко, то чем вероятнее катастрофа, тем ближе стрелка часов к полуночи, к наступлению судного дня. Сегодня зафиксирован самый негативный показатель за всю историю часов – 1,5 минуты. Однако эксперты, в том числе почти 20 нобелевских лауреатов, которые решают, куда двигаться стрелка, считают, что угроза хоть и стала больше, но не намного больше, чем в 2020 году. С того времени вторжение в Украину передвинуло стрелку часов на 10 секунд только.
Похоже, что ни путинские попытки взять Запад на понт, ни угрозы Медведева и других пропагандистов никого особенно сильно не впечатляют. Почти так же маловероятен и другой пугающий сценарий – распад России и гражданская война. Недавно, опять же, у меня выходил об этом отдельный ролик насчет распада страны. Если кратко, то для него нет никаких серьезных оснований. Политический кризис в России практически неизбежен. Окончание войны в Украине, скорее всего, совпадет с падением путинского режима. И наступит болезненный переходный период. Это всегда случается с государствами, в которых все рычаги управления были в руках одного человека. Система, выстроенная этим человеком под себя, без него не жизнеспособна и разрушается. Без него даже фундамент идет в разнос, и обостряется борьба за власть. Чем хуже социальный фон этой борьбы, чем жестче был прежний режим, чем больше он наломал дров, тем больше шансов, что это будет просто бой без правил. В прошлом глубокие политические кризисы в России уже заканчивались кровавой смутой в начале 17 века и в 1917 году. Во втором случае это вылилось в гражданскую войну. По разным оценкам она унесла от 7 до 13 миллионов жизней. Возможной причиной повторения чего-то подобного в наши дни называют появление частных армий, таких как ЧВК «Вагнер», Евгения Пригожина и личная гвардия Рамзана Кадырова. Рисуют такую картину. Война закончится, и на фоне политической турбулентности за власть станут грызться вагнеровцы, кадыровцы, войска каких-нибудь генералов и прочие неопознанные группировки. Этого сценария опасаются все. Боятся его и во власти, и Z-активисты, и противники Путина. Вот Олег Куваев, например, посвятил такому раскладу один из выпусков «Масяни». На мой взгляд, эти опасения сильно преувеличены. Силовой потенциал возможных участников гражданской войны не настолько велик, чтобы установить контроль даже над небольшим городом. Не говоря уж о том, чтобы бросить вызов российской армии, Росгвардии и другим силовым ведомствам. Тот же Пригожин крайне зависим от ресурсов, которыми его снабжает Кремль. Мы недавно видели, как хозяин Вагнера слезно выпрашивает снаряды у Министерства обороны. Ограничен у него и человеческий ресурс. Возможности вербовать заключенных у Пригожина больше нет, а добровольцев, видимо, не напасешься. Едва ли способен на какую-то крупную авантюру и Кадыров. Его бойцы, также снабжаемые на деньги Кремля, сомнительные кандидаты на захват власти в России. За свою феноменальную боеспособность в Украине кадыровцы уже получили прозвище «Тикток-войска» и совсем не от либеральной оппозиции. Но даже эти горе-вояки могут понадобиться Кадырову для другого. Его главной задачей в случае смуты, скорее всего, станет удержание власти в Чечне, где у него много противников, ожидающих удобного момента. В конце концов, ни у Кадырова, ни у Пригожина нет ни электорального ресурса, ни реальной легитимности, без которой невозможно претендовать на власть. В самой России нет социальных предпосылок для гражданской войны. Конечно, много людей вернется с фронта, и это будут молодые люди с боевым опытом и без перспектив. Но их и близко не будет такое количество, как возвращалось после Первой мировой войны. И это, конечно, вызовет большие социальные проблемы, рост преступности, особенно насильственный, и много чего другого. Но не гражданскую войну. Более того, обычно признаки гражданской войны заметны задолго до ее начала. В Российской империи социалисты и охранители режима убивали друг друга несколько десятилетий. В России после Путина точно начнется непростая борьба за власть, но нет никаких явных признаков, что она выльется в гражданскую войну. Политические репрессии – характерная черта любой диктатуры. Различаются только масштабы преследований. В России при Путине режим привык обходиться репрессиями точечными. Сажая немногих, самых активных, он запугивает миллионы. Один из катастрофических сценариев, по которому в теории могла бы пойти Россия в ходе этой войны – трансформация в Северную Корею или в тоталитарную диктатуру сталинского типа. С массовыми репрессиями, расстрелами и лагерями, тотальной цензурой и мобилизацией. Этот сценарий я также считаю маловероятным. Допустим даже, что Путин хочет расправиться со всеми инакомыслящими, закрыть границы, отрубить YouTube, а затем и весь интернет. Почему же он до сих пор не сделал этого и придерживается прежней тактики? Выпускает из страны недовольных и использует репрессии точечно. Дело, конечно, не в том, что у него есть какие-то моральные ограничения. Дело в том, что превращение России в Северную Корею отчасти невозможно, а отчасти слишком рискованно с точки зрения сохранения его власти. Закрыть границы означало бы вызвать бурю недовольства у людей лояльных, но привыкших ездить за рубеж.
Не говоря уже о том, что противники Путина, лишившись возможности от режима убежать, останутся в России и будут мозолить глаза. Отключать интернет тоже такое себе. Во-первых, десятки миллионов людей окажутся без привычных развлечений и начнут задаваться неудобными вопросами. А во-вторых, интернет жизненно необходим экономике и госаппарату. В России на интернет завязаны ключевые процессы. Банковские платежи, бухгалтерские системы, работа налоговых органов, системы видеонаблюдения и даже госуслуги. Выключение интернета означает коллапс всего. А заменить мировую паутину неким суверенным рунетом – мечта несбыточная, тем более в условиях санкций и иммиграции айтишников. Массовые репрессии в сталинском стиле также угрожают устойчивости режима. Сталинский ГУЛАГ существовал в период индустриализации и гигантских строек, типа Беломорканала или Куйбышевской ГЭС. А также в то время, когда отсутствовал интернет и информация циркулировала совсем иными способами. Сейчас на такой не рассчитан ни репрессивный аппарат, ни система пропаганды. Еще репрессии испугают не только условно-либеральную или протестную публику. Окружение Путина отлично понимает, что их самих соучастников и исполнителей этих репрессий массовые репрессии страной не обойдут. Не говоря уже о том, что Путин-то не вечен, и после него за такие дела по головке не погладят. Представьте себе мысли любого российского чиновника, вокруг которого начались аресты. Если даже я уцелею при твоих чистках, то что будет потом? Мое теплое место, активы больше не в безопасности. Ни при тебе, ни после тебя. Ну и на кой тогда ты вообще мне сдался? Путин чувствует эти настроения и в каком-то смысле даже пытается разрядить обстановку. Вот в послании Федеральному собранию он прямо сказал элитам, что, мол, война войной, но никакой охоты на ведьм не предвидится. Зато предвидится декриминализация ряда экономических составов в уголовном законодательстве. За год войны многое, чего мы боялись, не произошло. Железный занавес не опустился, интернет работает, даже YouTube не заблокирован. А значит, последствия таких действий, судя по всему, все еще считаются чрезмерно рискованными для системы. Можем ли мы вообще рационально оценивать вероятность тех или иных событий после 24 февраля 2022 года? После того, как множество прогнозов оказались несостоятельными, а самая алармистская версия стала реальностью. Мой ответ – да, можем. Да, год назад многие аналитики и политологи ошиблись, потому что исходили из неверных представлений о пределах неадекватности Путина. Но это не значит, что их подход и методы анализа ошибочны в целом. Нужно сделать поправки и с учетом новых знаний о поведении системы делать новые выводы. Да, оторванность Путина от реальности оказалась значительно серьезнее, чем предполагалось. Но и она имеет ограничения. Даже позарез необходимая Кремлю мобилизация не проводилась так, что повально загребли всех. Это вызывало много скандалов, шума. Это значит, что путинская система пока верна базовому курсу – сохранить власть. Все, что потенциально противоречит этой логике, по-прежнему дается режиму со скрипом. Система старается действовать без резких движений, а наиболее радикальные варианты, типа объявления военного положения или всеобщей мобилизации, отвергает. В общем, несмотря на то, что оценку рисков хочется проводить вот как-то так, оценивать вероятность той или иной перспективы, прибегая к рациональным доводам, мы все еще можем. Да, война — это шок и кошмар. Это худшее, что происходило с Россией и Украиной за последние десятилетия. И теперь мы знаем, к явным признакам приближающейся катастрофы следует относиться серьезно, даже если сама катастрофа кажется нам невозможной. Недавно мы наблюдали всенародную оценку угроз, связанных с мобилизацией. Огромное количество мужчин призывного возраста не ходили в военкомат и покинули страну, чтобы не идти на неправедную войну и сохранить свою жизнь. Тем временем другие россияне боялись уголовного преследования за отказ брать повестку больше, чем смерти на фронте, и шли в военкомат. При том, что даже закона такого, где можно привлечь их к ответственности, не было. Многие из них вернутся домой в лучшем случае покалечены. Вот почему важно критически воспринимать собственные чувства, хладнокровно оценивать вероятность того или иного варианта будущего и планировать свои действия. А предусмотрительность точно пригодится для других сценариев, менее драматичных, чем ядерная зима. Хоть ядерной войны и распада России, и гражданской войны, видимо, во всяком случае, в ближайшее время не будет, к сожалению, есть много более вероятных проблем, которые могут ждать нас в будущем. Например, мы не знаем, как долго Запад будет противостоять путинской агрессии.
Да, прямо сейчас западные союзники демонстрируют максимальную готовность поддерживать Украину. Но если война пойдет по балканскому сценарию, затянется на 3, 5, 10 лет, перемалывая масштабные финансовые вливания и прочие ресурсы, картина может начать меняться. Никто не говорит, что США и Европа просто свернут программы помощи Украине и принудят ее сесть с Путиным за стол переговоров. Но хватит ли США и Европе политической воли, чтобы поддерживать Украину в достаточном объеме и достаточно долго, пока она не вернет свои территории? Получится ли вовремя нарастить военное производство? Скорее всего, и воли, и ресурсов Западу хватит. Любой, даже фантомный успех Путина может вдохновить других диктаторов на свое собирание земель, и никому из адекватных политиков не нужен новый предел мира. Но исключить риск, что Запад устанет от войны, нельзя. Мы уже видим, что российская власть ведет войну на истощение. Мы видим, что российская пропаганда работает на нормализацию войны. Принципиальных помех на этом пути у режима немного. Оппозиция изгнана или подавлена, народ запуган, а экономика пока держится. Победить Путин все равно не сможет. Но вот отсрочить неизбежный крах вполне. Затяжная война опасна еще и тем, что конфликт России и Украины может стать принципиально неразрешимым. Одно дело потушить войну в начале, и совсем другое через годы, когда война унесла десятки тысяч жизней, покалечила сотни тысяч человек и напрямую коснулась миллионов. Тогда это становится личным делом каждого гражданина страны. Появляется общественный запрос на возмездие, и тогда ни о каких компромиссах не может быть и речи. Люди не просто приспосабливаются к войне, люди привыкают ненавидеть и воевать. На такой стадии конфликта ни один политический лидер не пойдет на уступки ради мира. Северная и Южная Кореи, Армения и Азербайджан – примеры стран, где вражда сторон стала настолько фундаментальной, что мирное соседство на данный момент вообще практически невозможно. Может подобное случиться с нами? К сожалению, может. Но не обязательно. Даже сейчас у нас все еще есть поводы для оптимизма. У нас много образованных людей, остались связи с Европой, есть развитая цифровая инфраструктура и огромный экономический потенциал. Множество россиян близки ценности мира, свободы и справедливости. Все это поможет нам в будущем. Но кое-что мы можем сделать уже сейчас. Мы можем противостоять расколу общества. Не отворачиваться от людей, подверженных влиянию пропаганды, а переубеждать их. Не клеймить их последними словами, а говорить с ними. Чем дольше мы сохраняем человечность, тем выше шансы избежать еще большего разобщения россиян. Мы можем постараться сохранить себя до тех времен, когда по-настоящему пригодимся будущей России. Этот момент обязательно настанет. Сегодня даже молчаливое несогласие с режимом и неучастие в его преступлениях – это пусть тихий, но ощутимый запрос на мир. И мы можем с этим запросом работать. И, конечно, главное, что мы можем и должны делать – препятствовать привыканию. Ведь именно нормализация войны – худший из возможных и вероятных сценариев в будущем. До завтра.